Добрый день, друзья! К этой диораме «Дом Хоббита» Бильбо Бэггинса я готовился некоторое время, и поэтому заранее сделал крестьянскую утварь, которая будет располагаться во дворе Хоббита, а также сделал самого Гэндальфа и Бильбо Бэггинса. А в этом ролике я буду делать непосредственно саму диораму «Дом Хоббита» Бильбо Бэггинса. Вы на канале Диорамы из пенопласта. Ну что ж, а я начну. И как обычно для изготовления диорамы я буду использовать одну из разновидностей пенопласта – пенополистирол. Нарежу листы нужных мне размеров, напомню, что это будет масштаб 1 к 35, а с помощью резака для пенопласта придам им нужную мне конфигурацию. Готовые части будущей подставки склею клеем титан и оставлю ненадолго сохнуть. А с помощью выжигателя прорежу будущие ступени во дворе Бильбо Бэггинса. В этот раз ничего наждачной бумагой я зачищать не буду, а возьму газовую горелку и уберу все острые углы на подставке для диорамы. А также вместо гипса я использую белый акриловый герметик. После обработки герметиком подставка становится прорезиненной. А вот теперь, друзья мои, полная засада. Дело в том, что в масштабе 1 к 35 дом Хоббита по длине должен быть порядка 50 сантиметров. Так что мне придется его урезать, поменять пару окон, да простят меня фанаты «Властелина колец». Ну и вот вроде я оправдал свои кривые руки, а теперь приступаю к изготовлению самого дома. Также размечу его на куске пенопласта и с помощью резака отсеку все лишнее. Намечу будущие окна, выступающие деревянные части крыши. С помощью выжигателя прорежу все ниши, отверстия, ну и, конечно же, дверь. И какой-то грустный ролик получается. Это же веселая диорама. Дом Хоббита Бильбо Бэггинса. Приклею на заготовку крышу, вернее то, что от нее выступает из-под земли. Прорежу окна, двери и имитацию деревянных вставок на фасад здания, которые предварительно, конечно же, вырежу резаком для пенопласта. Теперь нужно сделать имитацию кирпичной кладки вокруг окон и двери. Для этого я использую тонкую полоску пенопласта. Размечу, вырежу и приклею на фасад здания. А вот теперь с помощью гелевой ручки обозначу имитацию кирпичей. Вырежу несколько ниш в имитации кладки, ну как я понимаю, для расположения вертикальных кирпичей, ну как бы для красоты. Как я понимаю. А если честно, ничего не понимаю. Короче, что вижу, то леплю.
Закрашу оконные проемы черной краской и покрашу фасад, а фасад, соответственно, желтый. Прокрашу кладку кирпичей и займусь рамами. Рамы я буду делать из картона, а стекла из пищевого пластика, то есть, как обычно, из контейнеров от пирожных. Сразу наклею все рамы с помощью клея секунда на прозрачный пластик. Также вклею горизонтальные планки в раму окна. Как они там называются-то? Импост. О, какие слова я знаю. Ой, какое же окно я буду рисовать? Вот это нижнее. Оно мне больше нравится. И с помощью белой спиртовой гелевой ручки нарисую недостающие перемычки на раме. Перемычки получаются такие толстые, объемные. Класс. Вот как-то вот так. Остальные окна я нарисую намного красивей. Ну и, конечно же, рамы пора вклеить в оконные проемы. И пока вот что у меня получается. Ну что ж, пора переходить к дверям. Двери я буду делать из палочек для мороженого. Склею их клеем секунда. И как там выглядит дверь? Вот так. Хорошо, приступаю. Ну и здесь ничего замысловатого нет. Ну и в принципе, наверное, во всем, что я делаю. Отмечу, нарисую, вырежу, обточу, покрашу и установлю в дверной проем. Погнали! Дверь готова. Отлично. И да, я сразу покрыл крышу дома травой. Подложку сделал из перемолотого мха, он дает такой эффект неровности. А флок смешал серый, салатовый и зеленый. Теперь прокрашу всю подставку, намечу, где будут камни, трава, ступеньки. Просто мне так удобней. Я сразу определяюсь, где и как что буду потом делать. И я вырезал вот такие полоски из пенополистирола и покрасил их под камень. Это будут каменные дорожки во дворе дома у хоббита и перед домом, перед калиткой. А теперь я просто налью клей ПВА на подставку, размажу и приклею сверху те камешки, которые я вырезал, якобы ушедшие в землю. И, конечно же, сверху все покрою флоком. И пока клей полностью не пропитался во флок, сразу убираю лишнее. И сразу по-сырому, чтобы можно было по краям флок подвинуть, приклеиваю дом на место. Но это я, кажется, уже замудрился. Можно было приклеить дом на место, а потом по контуру добавить отдельно флок пинцетом. Теперь заканчиваю дорожку перед домом. Все точно так же наклеиваю кусочки пенопласта и покрываю их флоком. Вот пришло время и к загородке.
к изгороди, так сказать. Основные столбики я сделаю из зубочисток, а так как изгородь у хоббита Бильбо Бэггинса из лозы, то в качестве лозы я буду использовать сантехнический леон. Ну, вначале штакетины я покрашу, сделаю калитку, которую я вырежу и склею из палочек для мороженого, а потом займусь лозой. Ну а теперь лоза для изгороди. То есть я отрезаю кусок сантехнического льна, разделяю его на волокна, приклеиваю к первому столбику, скручиваю и начинаю заводить за каждый столбик отдельно. То есть как будто плету корзинку. Потом все готовое обжигаю газовой горелкой, чтобы не торчало ничего лишнего. И изгородь готова. Потом к ней приклеиваю калитку и ставлю на место, то есть на диораму. А теперь я буду добавлять на диораму имитацию травы, кустарников, то есть это будет крашеный и не крашеный сантехнический лен, крашеный в разные цвета поролон, а также имитацию цветов и кустарников с цветами. Как все это сделать, есть отдельные ролики на моем канале в плейлистах под названием «Полезные разности». Можете посмотреть. Я добавлю все ссылки в описании к ролику. То есть это будет крестьянская утварь, как сделать Гэндальфа для диорамы, хоббит Бильбо Бэггинс, как делать цветы и траву для вашей диорамы. То есть переходите по ссылкам и смотрите, кому интересно. А я продолжаю. Устанавливаю горшочек с цветами, скворечник для птиц, почтовый ящик из бочки, крестьянская утварь для подворья также устанавливается на место. Как мне подсказали, это кормушка для птиц, веревки для белья и дерево. Мне сказали, что их нужно сделать побольше, но я посчитал, извините, что мне хватит такого размера. Ну а теперь нарисуй цветы на всех кустарниках, которые я для этого приготовил. А вот фонарик над дверью я сделаю из иголки и колпачка для нее. И вот решающий момент. Устанавливаю скамейку с Бильбо Бэггинсом и вклеиваю Гэндальфа. Диорама готова. Давайте посмотрим, что же я сделал. Ну вот и все, а мы с вами не прощаемся. До встречи, удачи вам, а главное здоровья, берегите себя.